и связанные также с сервисом, но чуть больше сейчас про себя расскажем. Итак, приглашаем CTO Team.io Егор Гудоенко. Без музыки. Доброе утро. Спасибо, что остались в этом зале. Не ушли в другой. Я... Правильно стою? Да. Я буду на русском. Да, я прилетел недавно только из Сан-Франциско, всего несколько дней. У меня тема, я немножко испуган тем, что я увидел, какое большое количество здесь собственников компаний и представителей больше бизнеса, чем технической стороны. Потому что я попытаюсь рассказать о том, как я вижу аутсорсинг в будущем, и мне кажется, скажу что-то, что может вам не понравиться. Однако я буду пытаться преподносить это с позитивной стороны, посмотрим, как это получится. Немножко обо мне, в двух словах. Я в аутсорсинге уже 15,5 лет, почти 16. Начинал, у меня была аутсорсинговая компания в традиционном формате, порядка 100 человек в Днепропетровске. Мы писали софт для американских и европейских заказчиков, это было еще даже до .com бабла, потом после бабла, потом для европейских заказчиков, потом для американских, все это происходило в течение почти 10 лет. А потом я переехал в Америку и модель бизнеса поменял. То есть сейчас я тоже в аутсорсинге, но делаю ее несколько иначе. В конце презентации я расскажу, как иначе. У меня также технический бэкграунд, то есть я сам и программист в том числе. Я и программист на Java, и архитектор, во многих проектах участвую как архитектор. То есть я знаю две стороны. Я знаю и бизнес-сторону, я фаундер своей компании, и ее CTO, и я знаю сторону техников, то есть я знаю, как работают программисты и понимаю их ежедневные задачи. А теперь немножко истории. Да, это должен нажать. Следующий. Не реагирует. Да. Начиналось все вот так. Я сейчас немножко дам такой экскурс в историю. Вообще вся тема доклада будет посвящена, я попытаюсь рассказать, как я вижу, что произойдет через 10 лет. То есть куда аутсорсинг развернется и что мы, как фаундеры аутсорсинговой компании, будем иметь через 10 лет. Начиналось все, вот, в моем случае, начиналось в 2001 году, и в тот момент, когда это начиналось, вот примерно такие были цифры. Мы платили за зарплату программистов в те времена. Хорошего программиста на Java была порядка $300 в месяц. Я помню, как мы, даже были такие войны, ценовые войны в те времена в Киеве, в Днепропетровске, когда компании аутсорсинговые перекупали друг у друга программистов, и вопрос был фактически всегда в цене. То есть мы давали $300 там, где раньше человеку платили 200, и он переходил к нам в течение нескольких дней буквально. То есть вот эта перекупка людей в тот момент была чисто ценовая война. И высокие зарплаты это было $300 в месяц. При этом с клиентов мы получали порядка $15 в час. 15, иногда там 12, от 12 до 15. То есть вы видите, какая была маржа в то время. То есть мы зарабатывали в 7-8 раз. То есть $2200 я получал в месяц за одного программиста, а на него тратил 300. При этом цены в Днепропетровске в то время на аренду офисов, на аренду, на интернет. Интернет, правда, в тот момент был очень, конечно, медленный, но все эти цены, они были очень невысокие, совершенно несопоставимы с тем, что сейчас. То есть была очень высокая маржа, я о чем хочу сказать. Была высокая маржа, и это первое. А второе, какие были инструменты в тот момент? Это был в основном ICQ и email. То есть это то, что мы имели для контакта с заказчиком. Заказчики с нами общались по ICQ, они написали email, это был фактически весь инструментарий. Программисты внутри коммуницировали тоже примерно так же. В офисе они либо мы проводили митинги и разговаривали лично, либо это были Аська и какие-то email. Для контроля версий, для версионности использовали CVS, потому что это тоже единственное решение, которое было в тот момент на рынке. Я думаю, вы знаете, что это такое, если кто помнит. Довольно старая система для контроля версий того кода, который мы разрабатывали. Ну и была эта Bugzilla страшная, которую как вариант. Кроме Bugzilla еще были какие-то варианты, но мы в тот момент использовали Bugzilla, и она была, конечно, ужасная, отвратительная. То есть баг-трекинг был очень неудобный. Это было 15 лет назад. Потом наступил 2007 год. Я так на 6 лет вперед перехожу. Что происходило? Рассказываю свой опыт. Зарплаты поднялись. Я уже платил $1000 в месяц программисту, хорошему на Java. Платил 1000, брал с клиента 20. То есть маржу вы тоже видите, 20 в месяц, это там 3 с чем-то в месяц мы получаем, из них 1000 мы отдаем. То есть уже зарплата программиста стала третьей частью, а может даже там больше, может чуть ли не половину того дохода, который мы получаем, который я получал от заказчика. И программисты стали
более требовательны. Уже стало не так просто их перекупать, они стали уже не так быстро соглашаться на переход из компании в компанию, они могут уже предложить на 200, на 100 долларов больше и получить программиста завтра. И в тот же момент люди стали, и компании стали предлагать, конкуренты мои стали предлагать более выгодные пакеты социальные для программистов. Стали появляться там страховки, стали появляться там я за вас получу налоги, стали появляться вообще налоги как таковые, уже в 2001 году их просто никто не знал, что такое налоги. Все это стало появляться. И зазор стал уменьшаться. Зазор между моим доходом и моим расходом. При этом стали появляться более качественные средства управления. Появился Skype, то есть стали мои голосовые какие-то переговоры осуществлять с клиентами, стали звонить, видеоконференции. Появился SVN, Subversion, это система для контроля версий, в замену этого CVS, который Subversion достаточно неплохой софт, мы на него перешли. И появилась Jira и подобные инструменты, которые, я не знаю, когда именно появилась Jira, но мы стали вот использовать такие вещи, как Jira, которые стали облегчать нам работу. То есть работать стало легче, управлять программистами стало легче. Идем дальше. 2013 год, совсем недавно. Ситуация, сейчас я уже рассказываю не про свой опыт, а про опыт моих коллег. То есть здесь я уже вот в этой ситуации, я уже вне рынка, то есть я уже не имел в этот момент программистов в Украине. Но я знаю примерно цифры. Зарплаты примерно $3000 в месяц, это зарплаты хороших сейчас Java программистов в Киеве, Днепропетровск. При этом с клиента мы можем брать $30 в час, может кто-то может чуть больше, мог в 2013, 3 года назад, может кто-то нет, но примерно цифры такие. Понятно, что зазор, видно, что он сходит на нет. То есть при $30 дохода, при 170 часах в месяц мы можем посчитать, там 4000 у нас дохода, из них 3000 мы отдаем программистам. То есть наш зазор, мой зазор, как того, кто владеет компанией, ваш зазор, подкорректируйте меня, если я говорю какие-то неверные цифры, но вот такие цифры у меня, я такие цифры знаю. То есть зазор сильно уменьшается, мы попадаем в разряд традиционных бизнесов. Это больше уже не бизнес, который приносит мега доход, как он приносил в 2001 году, когда он действительно мы зарабатывали очень много. А он становится обычным традиционным бизнесом, как по выпеканию хлеба, там, производству макарон, у которого там 10-20% прибыльности, и на этом как бы все, больше просто не получается. И при этом появились очень мощные инструменты, которые значительно лучше, чем то, что было до этого. Появился Git и появился GitHub. Это платформа плюс инструментарий, который облегчает работу, серьезно облегчает работу программистам и делает между ними коммуникации значительно удобнее, чем в том Subversion, чем в этой Jira, например. Это очень легкий инструмент GitHub, очень легкий для программистам очень легко в нем работать. Вот такая ситуация в 2013 году. Ну и теперь 2016 год, последний такой снапшот, и дальше мы перейдем к 2026 году. Да, и вот текущая ситуация сейчас на рынке, то, что я сейчас вижу, опять же, по информации тех людей, с которыми я общаюсь, это примерно $4000 зарплата у хорошего Java программиста в Киеве, это примерно $40 в час мы можем брать с клиента, и у нас появился Slack, то есть появился еще более advanced инструмент, с помощью которого люди коммуницируют и между собой, программисты общаются между собой. Сейчас мы совершенно, вот просуммирую я это вот таким вот графиком. То есть если мы по горизонтали отложим время, и из 2001 года переместимся в 2016, пройдем 15 лет, то от CVS и ICQ мы серьезно поднимаемся до Git и Slack. То есть сейчас мы имеем серьезные инструменты, которые в разы по качеству и по юзабилити превосходят то, что было 15 лет назад. И имеем другую красную линию, по которой мы от 700% прибыльности бизнеса опускаемся до 30% прибыльности, в лучшем случае. То есть вот такая ситуация на рынке происходит. И это фактически, это факты, которые я наблюдаю. То, что лично я видел 15 лет назад, и то, что сейчас я вижу по тем коллегам моим, которые работают уже в Украине или в Киеве, или в Днепропетровске. То есть мы имеем такие два вот разнонаправленные тренды, которые идут в разных направлениях. Хорошо ли это или плохо, сказать сложно, но это факт, то есть это так происходит. Наверное, это хорошо в общем для индустрии, потому что развитие мы видим по зеленой стрелке идет вверх, развиваются инструменты, программистам становится лучше, безусловно. С другой стороны, становится хуже нам, как фаундерам бизнеса. То есть становится хуже нам, потому что мы все менее эксплуатируем программистов и все больше становимся для них чем-то таким, я бы сказал, лишним. Я сейчас дальше объясню почему, но вот у меня такое ощущение появляется, что мы становимся тем элементом, который этим программистам все нужен все меньше и меньше. И вот я перехожу к такому слайду. То есть я думаю, что в будущее, которое нас ждет через 10 лет,
оно, скорее всего, будет выглядеть как аутсорсинг, в которых нет компаний. То есть мы, я или вы, как прослойка над программистами, пишущими код и коммуницирующими через GitHub или через Slack или как-то еще, мы становимся все менее и менее нужными. Если 15 лет назад, чтобы связаться американскому предпринимателю с украинским программистом, ему нужно было пройти через огромное количество рисков или через огромное количество unknowns, то есть он не знал, как это сделать. У него был какой-то узкий канал в форме ICQ и дальше какая-то неизвестность, то сейчас Украина, она настолько, и Белоруссия, я про Украину, я из Украины сам, Белоруссия, Украина, Россия, настолько эти страны открыты и понятны для иностранцев, что необходимость в нас, как компаниях, которые организуют программистов в одну кучу, рассаживают их в одном офисе и помогают этому заказчику с ними общаться, она становится все менее и менее, эта функция все менее и менее востребована со стороны клиента. Вот по тем причинам, которые я объяснил. Во-первых, это высокорастущая цена программиста, то есть его цена растет, а значит нам становится все менее, клиенту все менее выгодно добавлять что-то еще сверху. Потому что когда он работал со мной в 2001 году, ему 12-15 $, он окей, и он особо не задумывался над тем, что я на самом деле получаю там 700% прибыли. Ему все равно $15 это окей. Сейчас эта цена 40, а то и 50. Для него это серьезный расход. Поэтому если там 40, и он знает, что в этих 40 10 заложено моей прибыли сверху или 15, то для него это серьезные деньги, и он хочет этого избежать. То есть то, что компании давали 15 лет назад, и это было востребовано, и это было нужно, становится сейчас все менее и менее нужно и востребовано. Вот такого у меня так я наблюдаю рынок, и так я его вижу. Опять же, хорошо это или плохо? Я думаю, что для программистов хорошо, для нас это плохо. Для предпринимателей, которые делали это как для меня, которые делали это 15 лет назад. Я прекратил это делать 5 лет назад. То есть мне кажется, что я вот ушел из этого тренда, и, наверное, правильно. И вот как я вижу будущее. Я думаю, что в 2026 году программисты будут получать, хорошие программисты, будут получать $100 в час реально в руки, работать по 4 часа в день, а может быть и меньше, и находиться где-то на территории, где можно выглядеть где-то так. То есть они будут уезжать из тех стран, где Украина, Россия, Белоруссия, переезжать в какие-то Таиланды, Индии, еще куда-то, и работать самостоятельно через системы типа Upwork, через системы типа, просто как фрилансер. Возможно, появится что-то еще, кроме Upwork. И компании в итоге начнут исчезать. Просто начнут исчезать, потому что программисты... Я на самом деле нарисовал этот слайд, когда готовился, думал, что здесь будет какое-то количество программистов в зале. Я им это покажу, и они обрадуются. А сейчас я понимаю, что я это показываю, и, наверное, это не очень радует вас, потому что в этих $100 нет наших денег с вами, нет денег тех людей, которые сейчас эти деньги туда закладывают. Потому что люди будут получать много, я так надеюсь на это. Программисты сейчас, на мой взгляд, все равно еще недоплачены. Они должны получать больше и становиться лучше. И работать меньше. Работать меньше, потому что появляться будут все более и более качественные инструменты для организации их работы, и им будет становиться все легче и легче работать. Опять же, если им 15 лет назад было трудно работать, у них были очень кривые инструменты, у них была очень ограниченная способность коммуницировать, у них были плохие знания английского языка, они были в постсоветском пространстве и только вырвались из той территории, в котором был Советский Союз, то сейчас это совсем не так. Это молодые люди, которые уже видели Европу, видели Америку, им легче коммуницировать с иностранцами, и они начнут работать с компанией, с людьми напрямую, с заказчиками напрямую. И наша с вами судьба, она под вопросом, на мой взгляд. То есть ценность, необходимость компании будет отпадать. И я думаю, что мы перейдем к модели remotely distributed programming. То есть люди будут находиться распределенно в разных местах, и компании не просто как финансовый инструмент исчезнет, а исчезнет даже необходимость в едином коллокейшне. То есть не нужно будет людям сидеть в одном месте. Если сейчас компания это финансовая какой-то зонтик, который получает деньги, платит налоги, распределяет зарплаты, и плюс это еще и физическое место, где люди сидят. То есть это офис, который эта компания снимает, и люди там находятся. То отпадет необходимость в этом офисе даже как таковом, как в офисе. Люди будут работать распределенно, они будут работать в разных местах, организуясь или самоорганизуясь. Команды, в которых люди находятся в разных местах и не пожимают друг другу руку по утрам. Один человек будет в Таиланде, другой человек будет в Киеве, третий будет в Минске, и они будут составлять команду. И я уже вижу такие команды все чаще и чаще. Я в Сан-Франциско уже 5 лет, и ко мне часто приходят знакомые и говорят, мне вот бы сейчас какой-то софт разработать, посоветуй что-нибудь. Я им советую, иди на Upwork, найди там одного программиста, найди второго, найди третьего, разных.
Соедини их, дай им этот там Trello какой-нибудь, дай им GitHub, они тебе все сделают. То есть не нужно тебе группу, которая будет сидеть в одном месте даже. Я им уже не рекомендую идти там, допустим, в EPAM там, или еще куда-то, или в большую компанию, или в маленькую, и закажи у них. Это однозначно я такое не говорю. Я даже не говорю, возьми группу там друзей. Я говорю, найди одного из Новосибирска, другого из Минска, третьего из Таллина. И все, да неважно откуда. И они тебе все сделают, они будут коммуницировать, средства для их коммуникации уже настолько качественные, что они между собой не должны находиться в одном месте. Вот и это все так будет называться. Это будет remotely distributed programming. То есть мы будем удаленно, распределенно программировать. И последний мой слайд. Последний слайд, это я так просуммировал, как я думаю будет выглядеть будущее. Во-первых, мы не будем иметь офисов. То есть вместо офисов у нас будет бунгало. То есть люди будут вместо тех офисов, которые имеют сейчас, они будут там работать, где они живут. Это будет где-то на море, это где-то будет бунгало, это будет где-то в тех странах и в тех местах, где людям комфортно, а не там, где их заставляет нужда приходить в офис. Второе, это у нас не будет митингов. Вместо митингов у нас будут инструменты для коммуникации. У нас будет тот же Slack, у нас будет какой-то там GitHub, у нас будут какие-то инструменты через 10 лет, которых мы пока не знаем. Но митингов, к которым мы привыкли, когда мы собираем людей в одну комнату и сидим с ними разговариваем, тоже в них необходимость отпадет. Третье, это у нас не будет зарплат ежемесячных. Программисты будут получать почасово. Я очень в это верю. У меня сейчас 100 программистов работает, и я расскажу немножко о своей модели сейчас. Это так, как сейчас у меня происходит. У меня работает 100 программистов, и все они фрилансеры. То есть все программисты, которые у меня сейчас в компании, они все находятся в разных странах, больше 20 стран. И каждый программист находится в своем каком-то месте. То есть у меня вместо того офиса, который у меня был там 7 лет назад, на 100 человек, у меня сейчас есть там Skype или Slack, вот, то место, где я вижу этих всех людей. Вот и все. И нет зарплаты. То есть я никому из них не плачу зарплату в месяц. У меня нет этих расходов, я не плачу эти $3000 или $4000. Я плачу почасово. То есть он сделал какой-то результат, я ему заплатил. $10 в час, $20, $50, $150 в месяц. Ребята, которые получают $150 в час. Но зарплаты у меня нет. То есть у меня нет этой нагрузки, которая у меня была 15 лет назад. 15 лет назад она была минимальная нагрузка, $300 в месяц. Потом она стала возрастать, и я говорю, примерно 7 лет назад я ее сбросил, потому что понял, что она мне очень сильно давит. Ежемесячные зарплаты, которые приходится выплачивать программистам, они, я думаю, вы все это понимаете, это сейчас самая тяжелая, это основная статья расходов всех аутсорсеров. Она таковой не была 15 лет назад. Для меня зарплата была, это ерунда. Ну заплатил и все, и достал еще кучу денег. Часто совершенно все наоборот. Это третий пункт, что не будет зарплаты. Четвертый, я думаю, что у нас не будет как таковых менеджеров. У нас будет вместо менеджеров, которые людей управляют людьми, сидят над ними, рисуют графики и анализируют, как они работают, у нас будет какой-то более-менее качественный софт, который помогает людям самоорганизовываться. Какой это будет софт, как он будет работать, я точно сказать не могу сейчас. Но думаю, что лет через 10 мы что-то такое увидим. Ну вот, это примерно все. Попал я или не попал? Как вы? Скажите мне. Вы все попали. Можно вопрос? Да. Я думаю, так слышно. Вы рассказали о какой-то утопии, по моему мнению. Все-таки большая часть программистов работает по принципу херяк в продакшн, и так сойдет. То есть в данном случае нужен кто-то, кто будет давать по шапке, чтобы херак в продакшн не было. То есть в вашей модели как раз вы убираете этого менеджера, который дает по шапке, вы убираете того, кто должен там, тестировать, следить. Ну, то есть, мне кажется, этот факт довольно важный, а вы его вот херяк и убрали. Я понял, да, понял вопрос, но я не думаю, что мы уберем. Ладно. Я понимаю проблему, да, действительно, программисты, они такие народно организованные и по большей степени хотят сделать похуже, чем получше, ну, потому что так проще. Да, побыстрее, попроще. И так сойдет. И так сойдет, точно, да. Но контроль этого процесса и предотвращение такого подхода, я его не убираю, он должен только усиливаться. Но он должен быть сделан не менеджерами, которые дают по шапке, а правильной организацией процесса. То есть должны быть инструментарий правильный, должен быть там DevOps построен правильно, должно быть там, не знаю, контроль кода налажен, но не по шапке давать, на мой взгляд, это неэффективно. Ну, я так думаю. То есть я думаю, что отношение к это так образное. Ну, то есть в данном случае вы считаете, что будет некая будущая фантастическая джира сама давать программисту по шапке, чтобы он херак в продакшн сделал.
Не, ну у нас, например, не фантастическая жизнь. У нас, например, для того, чтобы в продакшн не попал плохой код, у нас есть там набор, ну есть такой continuous delivery, такой подход, который говорит о том, что пока мы не попадем в продакшн, для того, чтобы попасть в продакшн, мы должны пройти там 5-6 путей, 5-6 шагов, каждый из которых контролирует качество. Ну, у нас вот так организовано. То есть любой программист, находящийся здесь, он в продакшн не попадет, пока эти шаги не выполнятся. От костылей так сойдет. Ну вот это эти 5 шагов они предотвращают То костыли. есть код-ревью туда. Ну, код-ревью в том числе, да. И все. А кто в этой фантастической модели будет код-ревью делать? Сами программисты. Один программист ревьюет другого. Так, у нас, по крайней мере, так. Добрый день. Спасибо за интересную такую футуристическую презентацию. Мне кажется, всегда полезно посмотреть такой вижен в будущее, по крайней мере, возможную точку зрения на это. Такой вопрос. Принимая, вот как есть ваш взгляд, как вы думаете, какой added value могли бы фаундеры организации привнести для того, чтобы вообще сохраниться в бизнесе? Например, как вы смотрите на трансформацию аутсорсинговой компании в BPO-организацию, например, добавление большого штата смен, Subject Matter Experts, в организацию. То есть какие added value можно принести для того, чтобы вашим друзьям в Сан-Франциско все еще имело смысл обращаться в компанию, просить что-то делать под ключ, чем самому набрать вот 10 замечательных людей через легкие средства разработки. Спасибо. Да, хороший вопрос. Но я думаю, что нам просто нужно работать над тем, вот появляются 4 новых рынка, я так думаю. То есть если раньше был рынок аутсорсинга, на котором была супер большая маржа и можно было просто делать деньги, то этот рынок сейчас исчезает, но появляются другие рынки. Можно делать, например, если мы говорим о том, что у нас не будет, например, можно заниматься подготовкой этих самых программистов, которые начнут сейчас работать индивидуально, и у них возникнет большой, они станут нашими клиентами. То есть у каждый программист это потенциальный клиент, потенциальный источник денег. У него деньги будут к нему приходить напрямую из Америки, больше компания ему не нужна. Но дальше ему нужно с этими деньгами, ему нужно будет какие-то сервисы. Например, ему нужно будет поиск заказчика. Он придет к кому-то, например, из нас и скажет: ребята, найдите мне клиента. Не надо мне работать через вас, я деньги сам получу, у меня есть банковский счет за границей, я знаю, как это все делать, я сам укроюсь от налогов, не надо для меня помогать в этом. Но помогите мне, например, найти клиента, я вам заплачу, а вы там меня где-то разместите, промоутите, например. То есть мы развернем с ног на голову. То есть раньше мы находились сверху, здесь был клиент, потом мы, а потом программист. Сейчас программист становится над нами и начинает становиться нашим клиентом. По крайней мере, я так это вижу. Еще момент забыл сказать. Вы говорите, у вас 100 программистов сейчас. Да. А сколько из них имеет постоянное место работы, а вы для них халтура? Все. Все имеют место работы. Ну, то есть это каннибализм, грубо говоря. То есть, если убрать у них это место работы, то как бы одна работа на вас не станет им достаточной. То есть как бы либо у них недогруз, либо они по ночам, либо они муклюют на работе. Ну, то есть в данном случае, мне все-таки кажется, большинство тех, кто чистого фриланса мало. Фриланс это как дополнение к основному месту работы. Ну, в 2026 году пока, да, пока так, Да. пока это все начинается. Ну, то есть, получается, вы уничтожаете то место, которое их кормит, Да. и предлагаете им оставить только халтуру. Точно. Да. Ну, я так делаю. А будет так идти рынок, я думаю, что у меня, так как я как бы, сам программист, который вырос в руководителе бизнеса, то как бы для меня тоже было очень сложно отказаться от постоянного места работы и перейти на халтуру. Да, конечно, это сложно, Но программистов не уверен я, что имея хорошее место работы, как вы написали, $4000 в месяц, они решат, что не надо мне это место, где мне платят стабильно 4000, давайте я буду только халтуркой заниматься с каким-то парнишкой из Сан-Франциско. Все так, но клиенты будут тоже потихоньку уходить от этих компаний. Они потихоньку будут, тут же будет два направления идти движения. С одной стороны, клиенты будут говорить: я больше не хочу платить большим В компаниям. какой-то момент ваше футуристическое будущее съест само себя. У меня вот такие мысли есть. Ну, посмотрим. Не знаю, пока не есть. Можно вопрос? Да, давайте еще вопрос. Я понял, еще раз. Да, вот Алексей Краков. Вот, меня интересует, что мне кажется, вот ваша ниша, это, то есть вот ваша модель просто какая-то ниша, потому что это, скорее всего, возможно для какого-то определенного сегмента проектов. Потому что для крупных проектов, где нужно там 100 человек, 200 человек, там, или даже 50 человек, маловероятно, что ваша модель будет работоспособна. Потому что я встречался с одним знакомым,
в Москве, у них агентство, маркетинг, то есть они там креатив делают, и потом делают продакшн, распределяют это там на тоже кучу людей, 200 человек тоже так по вашей системе работают, говорят, не в штате. Вот, они их привлекают по запросу. Ну, вот, но мне кажется, что то есть, какой-то нише это будет работать не во всех проектах. Опять же, если это какая-то экспертиза, то просто так вот экспертов подтянуть с рынка тоже бывает. И еще как вы решаете вопрос, например, постоянной загрузки, да, то есть вот, например, вам нужен какой-то программист с какими-то скиллами, вы ему доверяете, а он, хопа, ушел на другой проект, а вы ему проект дать не можете, вы сейчас не можете свой проект сделать. То есть как вы этот вопрос решаете, я тоже не совсем понимаю. То есть, ну, вам нужно, чтобы качественные люди с вами работали, значит, постоянно им загрузку давать. А, соответственно, если постоянной загрузки нет, они переключатся в другие проекты, вы потом можете просто не влезть к ним, и все. То есть, как бы, ну, много таких минусов такой модели, но, как мне кажется, это больше какой-то определенный нише каких-то проектов. Мне кажется, это более не очень больших проектов. Вот, Отвечаю. Хороший вопрос. У меня, наверное, два вопроса, один ответ. Я думаю, что, я вижу так, действительно такие проблемы есть, действительно мы нашли программиста, потом мы его потеряли, и потом мы не знаем, что делать. Действительно, иногда нам нужно просто там 10 человек, чтобы они вот делали по 8 часов в день что-то, и мы не можем их найти. Действительно это происходит. Но это все потому, что пока еще рынок не дает нам, таким как я думаю, я не один, кто это делает в такой модели, пока не дает инструментов качественных для этого. То есть мне для того, чтобы найти программистов, мне нужно идти там по каким-то разным ресурсам и пытаться их там найти. И, в общем, программисты не очень ориентированы на такую модель, пока. То есть они так начинающие, то есть не все программисты, действительно, пока это еще даже не половина рынка, там это какие-то проценты людей, которые начинают переходить на модель вот такой вот работы. Их не так много, но их становится все больше. И рынок пока не дал мне еще какой-то платформы, на которую я зашел и быстро, легко нашел себе там 30 программистов на Java с такой-то квалификацией, которые готовы стартовать завтра. Хотя они есть. Рынок огромный, 16 миллионов программистов по всему миру. Нет такой платформы, куда бы я зашел и по 16 миллионам сделал поиск. Она появится, она неизбежно появится, будет что-то такое. Сейчас есть какой-то Upwork, на котором, ну, это каша такая, из которой очень тяжело что-то выбирать, потому что там очень много некачественных программистов, и нам из этого Upwork приходится там фильтровать, одного из 10 мы там берем. А мне нужна такая платформа, куда бы я зашел, это тоже вопрос, чем нам заниматься. Например, построить такую платформу, куда бы я мог зайти и найти там этих программистов, и действительно сделать поиск по 16 миллионам, и предложить им какую-то задачу. И получить этот ответ в течение там нескольких минут. Да, я готов. Я в Индии, я в Пакистане, я в Украине, я там в Минске. И мы раз этих людей запустили, у каждого цена в час, я начинаю им платить, и мы работаем. Завтра они мне, допустим, не нужны, или они ушли, я взял других. То есть пока такой флексибилити у меня нет, я не могу этого делать, к сожалению. Но мы туда идем, на мой взгляд, рынок туда движется. Ну вот так, я думаю. А можно чуть обобщить этот вопрос? Да. Очень интересный доклад, но вот как-то много критики. С другой стороны, очень много вопросов частных. Как организовать работу конкретного программиста, как протестировать его код, как убедиться, что на продакшене нет этого херя, в кавычках. Вопрос в том, вот, может быть, то, чем вы сейчас занимаетесь, работая с удаленными программистами, это ответ на вот, растущую угрозу низкой маржинальности аутсорсингового бизнеса. Так, может быть, вы могли бы просто чуть-чуть рассказать о том, как вы сейчас работаете, какие инструменты используете и в какой нише этот бизнес осуществляется. Может быть, тогда станет ясно, работает такая модель или нет. Ну, наверное, это займет просто долго времени. Я как бы могу, но мы, я думаю, не вложим. Давайте я потом, вы подойдете ко мне, я расскажу, да. Потому что я хотел больше показать такую стратегию, потому что я не пытаюсь вас перетащить на свою сторону, создать себе конкуренцию. Я просто пытаюсь показать, как все будет, наверное, не скажу плохо, но как все будет иначе через какое-то время, как мне кажется. Я написал статью, на самом деле, на эту тему. Называется она «Почему software outsourcing больше не работает». Если вы зайдете в Google и напишите software outsourcing, вы можете статью увидеть, она на первой странице. И она была очень довольно популярна на Hacker News в течение нескольких дней. То есть она такая активная, получила такой фидбэк. И все, что я сегодня рассказывал, я там, в принципе, просуммировал на английском языке, на блоге на своем. И там, вот, в принципе, те же цифры, я их показал. И, на мой взгляд, это просто чисто математика. То есть мы приходим к этой модели просто из экономических соображений. Потому что просто математически мы не укладываемся на больше в эти цифры. Мы теряем. Из 700% прибыли, опустившись в 30%, совершенно другой бизнес становится, в котором его ценность уже не такова, как была 15 лет назад. Вот. Да, нужна какая-то другая ценность. Да. Люди некоторые переходят в продуктовые проекты и говорят, давайте больше будем не сервисы
не продавать людей, не бодишоп строить, а давайте переходить все в продукты и создавать какие-то продукты. Но это совершенно другое. Это как сказать, давайте не будем печь хлеба, давайте делать трактора. Ну давайте, но это совершенно разное, оно одно другого не объясняет. То есть давайте разберемся, почему хлеб больше печь не выгоден. Так и здесь, давайте разберемся, почему аутсорсинг в такой форме не выгоден. А продуктовый бизнес, он был и есть. 15 лет назад был, и 20 лет назад был. Microsoft создавался и 40 лет назад. То есть он был выгоден всегда, продуктовый бизнес. То есть это не значит, что раз у нас аутсорсинг сегодня не выгоден, то нам нужно перейти в продуктовый бизнес. Это совершенно не связанные вещи. Ну, кто хочет перейти, переходите. Но вы могли перейти 20 лет назад, мы могли перейти, все могли перейти. Но вот чисто аутсорсинг, его нужно трансформировать, он не умирает. Аутсорсинг остается, людям нужно писать все. И он растет. Требования по написанию, требования по человека-часам в мире растет со страшной скоростью. Но каждый год чуть ли не на 30% растает необходимость в новых человека-часах на рынке по всему миру. То есть нужен аутсорсинг. Но в той форме, в которой он был в наших странах, и в Индии, и в Китае, он умер. Ну, я не знаю насчет индийского рынка, не знаю насчет их зарплат там точно, но на нашей территории он умер. Значит, нужно искать новые формы. А новая форма, на мой взгляд, она именно в том, чтобы вот так, да, чтобы вот так сделать. То есть компанию убрать. А значит, наши компании должны преобразоваться во что-то другое, что помогает аутсорсинговому рынку в той или иной степени. То есть помогает, программист становится номер один лично, ценность. Номер один, как это сказать, программер теперь у нас король, а не мы. Раньше это было наоборот. Я был главный, а программист был нанятый просто ресурс для меня. Сейчас это становится наоборот. Он уже тот ресурс, которого могу нанять напрямую. И я ему теперь нужен для каких-то осуществления, каких-то для него функций, для него каких-то сервисов. И он ко мне придет через время с кучей денег и наймет меня на что-то, ну и вас тоже, наверное. Если мы в этот момент будем ему готовы дать что-то ценное, что-то интересное. Да. Егор, портрет вы нарисовали на следующем слайде. Да. Но расскажите, пожалуйста, больше будет программистов в мире или меньше? Если больше, то насколько в 2026 году? И кто заплатит вот за такое вот дорогое удовольствие или доллар настолько обесценится? Ну, я надеюсь, что программистов будет меньше. Надеюсь. Потому что сейчас я вижу, что их растет число и падает качество. То есть я надеюсь, что этот процесс будет как-то остановлен или приостановлен. Сейчас их количество увеличивается, при этом качество одного конкретного программиста все время падает и падает и падает. Мы имеем, если 15 лет назад программист это был почти ученый, и чтобы быть программистом нужно было иметь высшее образование и пойти там высшую математику учить там 2 года, то сейчас программистом становимся после прочтения одной книжки, там HTML для чайников, я уже программист. То есть качество, а 30 лет назад, чтобы быть программистом, нужно было диссертацию написать как минимум, а 40 лет назад это были вообще единицы по всему миру. То есть тенденция сейчас к тому, что народ глупеет, ну, к сожалению, средний, так сказать, работа программиста становится как работа, такая, которую можно найти по объявлению, а потом бросить, потом поменять. То есть стать программистом можно за пару месяцев. Это, на мой взгляд, мне это не нравится. Я думаю, что это нужно как-то остановить. И вот такой подход, наверное, остановит. Зарплаты должны подниматься, стоимость часа должна расти. И программист, качество инструмента должно повышаться, они должны становиться умнее, сами инструменты. И программисты должны становиться более, все-таки, опять назад пойти в сторону элитной такой профессии, где человек больше думает, а меньше на кнопку нажимает. Поэтому я думаю, надеюсь, что их из 16 миллионов будет, их число будет уменьшаться. Вот такое у меня. Но это я не уверен, что так будет. Я только так надеюсь. А каким образом вы считаете, что улучшение качества инструментов позволит? Окей, да. Вопрос такой. Да. Можно? Эта модель, которую вы описали, очень отвечает на вопрос, что программисты хотят больше зарабатывать. А как она отвечает на вопрос клиента, который хочет высокий сервис? Да, я понимаю, что клиент хочет высокий сервис, который он сейчас надеется получить отсюда, да, такая мысль, получить от компании. Но я думаю, что этот высокий сервис сами люди начнут уметь оказывать. Потому что, опять же, если я возьму сейчас этого программиста, который со мной работал 15 лет назад, и сравню с человеком, который сейчас программист со мной работает, это 2 разных человека. Действительно, 15 лет назад это были люди, которые не умели оказывать никакой сервис. Над ними нужен был sales manager, product owner или project manager или какой-то там team lead. То есть над ними нужно было ставить людей, которые бы этих людей, этих программистов организовывали. Сейчас я вижу, что программисты становятся значительно самостоятельнее и уже умеют говорить на английском, умеют прислать презентацию, умеют составить свой какой-то профайл, умеют estimate сделать. То есть они могут давать сервис. Я как руководитель бизнеса не хочу разговаривать с 10 разными, я хочу разговаривать с одним. Как это? Да, ну тогда нужно нанять одного project менеджера в Таиланде и 5 программистов, и вернее одного программиста в Индии, 4 в Минске и 2 в
Этот project менеджер из Таиланда будет управлять этими людьми. Та же команда, но только нет компании. Я не против организации команды, это я полностью за. Я хочу, чтобы все было в проектах. В проектах были project менеджеры, и архитекторы, и product owner. Все эти роли остаются. Я просто убираю вот эту прослойку, которая, на мой взгляд, сейчас она не нужна. А сервис его получить, мы же его получаем от людей, как вот этот человек, этот американец, он купит этих людей, наймет этих людей там на какую-то функцию и получит эту функцию по той цене, где она стоит. Заплатив $100 в час человеку, который выполняет одну функцию по управлению проектом. Но из этих 100 пойдет 100 в карман этому человеку, сидящему в Таиланде. Он будет супер счастлив, он будет работать пару часов в день и жить на красивой вилле. Но, Егор, смотрите, с другой стороны, есть же у компании есть культура, есть процесс, есть имя. Вот почему клиенты идут в компании. А ты говоришь про какие-то разрозненные островки людей, которые собираются и разбираются. Ведь тогда эта культура не будет формироваться. То есть, мне кажется, что это не говорит о том, что компании будут. Просто, возможно, это и будет иметь место, но вот те некие сгустки организации культуры, они все равно будут оставаться, и люди будут готовы, компании будут готовы переплачивать в 10 раз больше, но быть ожидаемое качество, иметь ожидаемое качество и репутацию этих компаний. Ну, возможно, я насчет культуры, да, насчет культуры я, ну, это, так сказать, типа, допустим, вот сейчас мы хотим идти в Starbucks, потому что у нее такое все вот ожидаемое и всегда... Макдональдс, ты же идешь, то есть, да, если она кто-то продает хот-доги, это идешь все равно Макдональдс. Всегда Макдональдс одного качества, да, потому что мы ожидаемое качество. Я всегда могу предсказать. Я купил в Starbucks кофе здесь и купил в Starbucks кофе где-нибудь там в Нью-Йорке, оно одинаковое кофе. А другой я пошел в какой-то магазин, в котором частный кофе, я вот зашел и мне сделали какой-то кофе. Ну, я думаю, что эти Starbucks это некое зло такое, а частные магазины это некое добро. Поэтому я за исчезновение Starbucks, за появление частных магазинов. Ну, может опять, может я, это утопия, но я думаю, что в этом направлении, по крайней мере в Калифорнии в этом направлении движение идет очень активно. То есть маленькие магазины, такие небольшие бейкерис, небольшие шопы, небольшие кофейни, они начинают развиваться и появляются все больше и больше. И в них ходят люди, особенно те, у кого есть деньги. Те, у кого меньше денег, они ходят в Starbucks и в сетевые магазины. Макдональдс, Starbucks, сети магазинов. Классно живая дискуссия. Давайте последние три вопроса. Спасибо за интересные идеи нашего будущего. Вот, есть, но у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Коротко. Постараюсь. Первый вопрос. Упоминали про хорошую зарплату, большой доход, крупный доход и так далее. Но если просто быстро по математике, сегодня $40 в час, 8-часовой рабочий день, при 4-часовом рабочем дне и $100 в час, всего лишь $50 в час при 8-часовом рабочем дне. То есть зарплата сильно за 10 лет не вырастет при таком подходе к работе. Также вопрос второй, за 10 лет, кстати. Вопрос второй. Самоорганизованные команды. Команды в разных часовых поясах, при 4 часах работы в день, пересечения вообще может не быть, как у них самоорганизованность, самомотивация, вообще построение команды как таковой является, стоит под большим вопросом. И вопрос... Первые два, это были вопросы или... Вопрос третий, такой подход имеет место существования, но явно в очень ограниченном наборе проектов, которые не требуют наукоемких знаний программистов. А то, что не вопрос, это тезис, я согласен с замечаниями, действительно, по цифрам я не могу сказать, что я прям даю точные цифры, я не знаю точно, что будет. Я готов согласиться с этим замечанием, возможно, я ошибаюсь. По поводу самоорганизации, по поводу часовых поясов, ну, у нас вот мы работаем без митингов и без вот этих сборов в онлайне, то есть мы работаем только через системы, через тулзы, то есть через GitHub, через Git, через системы, то есть нам помогают коммуницировать инструменты, нам уже не нужно по старинке звонить друг другу, чтобы передать друг другу информацию. Мы ее передаем через такие каналы более формализированные. Будет ли так, будет для всех команд, отвечая на третий вопрос, будет ли это для всех проектов возможно? Ну, опять же, я могу сказать, что надеюсь, что да. Но даже если нет, то все равно вот, необходимость и желание программистов быть в офисе, сидеть в одной куче и находиться под колпаком у компании, оно все время снижается и снижается. Я это вижу. Просто сейчас необходимо очень быстрая реакция на изменения на рынке. При таком подходе решение вопроса... Так, коллеги,
сори, нет, это не вопрос, это тезис. Мы продолжим, да. Я вынужден сократить до последнего вопроса, извините, уже 41, мы уже нашу строго Последний вопрос. Нет, вот последний вопрос. Да, мой вопрос, наверное, последний. Скажите, ну вот разработка ПО, это ведь не только собрали, сделали. У заказчика возникают потребности, баг-репорты, новые ишью и так далее. Что завтра? Команда сделала, запустила проект и разбежалась. Начала заниматься какими-то другими своими вещами. Вообще передумал этот программист больше работать, 100 своих долларов в час позарабатывал, ушел на пенсию 25 лет. Как проблема заказчика будет решена при появлении баг-репорта, новых фич, кто их делать будет? Ни один программист не любит разбираться в чужом коде, я не знаю, это только российско-украинско-белорусская такая особенность программистов, может, индусы по-другому работают, но сомневаюсь. Что завтра для заказчика? Отвечу коротко. Я думаю, что, по крайней мере, как моя философия, то, что я рассказываю заказчику, я говорю им и делаю так. Я считаю, что программисты должны быть взаимозаменяемы. То есть не должно быть в проекте так, что проект зависит от программиста. То есть правильно организованный проект и правильно управляемый проект – это тот проект, в котором можно убрать всех программистов, завтра поставить новую команду, и они будут продолжать с того же места. Для того, чтобы организовать проект именно так, нужно уделять большое внимание всем этим continuous delivery, DevOps, всем этим интеграциям, всем этим процессам, которым уделяется внимание зачастую мало. Если правильно это все организовывать и делать код и строить проект так, что в нем все будет так документировано, организовано и автоматизировано, что команду можно сменить целиком и полностью поставить новых людей завтра и продолжить, то у заказчика нет больших проблем. Он знает, что у него в руках находится продукт. У него в руках не люди, за которых он держит за шиворот и надеется на их результат, а у него в руках продукт. А люди это всего лишь взаимозаменяемый ресурс. Он поставил сегодня вас, завтра меня. Я покодил, завтра вы покодили. Но продукт при этом развивается и развивается. Как этого достичь у нас, по крайней мере, мы этого достигаем. Будут это достигать все команды? Ну, я надеюсь, сюда. К этому идет. Вот эти все тенденции DevOps и Continuous Delivery, это все об этом. Они последние годы сейчас очень активно продвигаются. Это именно вся идея автоматизации проекта, она к этому всему идет. Сделать так, чтобы люди не являлись больше критическим элементом в проекте. Чтобы человек был временно посаженным ресурсом, временно посаженной фигурой над кодом. Код является главным. Окей, хорошо. Спасибо большое Егору. С одной стороны, он пришел и рассказал нам всем, что мы завтра будем не нужны, пчелы против меда. С другой стороны, очень классно, когда, знаете, не просто пришел докладчик, мы все поднимали и разошлись. Когда приносится новая свежая идея, и вот как бы сертификат appreciation, Егор заявил доклад. У нас будет во второй дня еще сессия про спин-офф компании, куда могут сервисные компании также двигаться, если еще Егор остается у нас тут, или уже... Да, у меня в 12:40 будет вопросы. Да, тогда мы, отдельно еще пригласим на панель. Все, спасибо, 3 минуты буквально.